Всем привет! Сегодня мы проводим первую очень важную подкормку рассады томатов. И в этом видео я хочу показать и рассказать, чем мы кормим, как мы это делаем и что нам это в конце концов дает. Сразу забегая наперед, скажу, что это очень важная подкормка, от которой во многом зависит впоследствии полученный нами урожай. Давайте начнем с осмотра рассады. Качественное и успешное выращивание любых растений во многом зависит от того, насколько мы с вами понимаем, что и когда растениям от нас нужно, и от нашей способности этим необходимым растения своевременно обеспечит. Перед вами рассада томатов, которой 13 дней от посева. Появился первый, кое-где и два настоящих листа. Появление первого, второго настоящих листов сигнализирует о том, что растение запустило процессы интенсивного наращивания корневой системы. Для того, чтобы этот процесс был успешным, необходимо обеспечить растение в полном объеме фосфором. Именно фосфор является строительным материалом, который помогает наращиванию корневой системы. Это первое, что будет решать сегодняшняя подкормка. Второе. Когда появляется первый лист, по времени совпадает это с закладкой зачатка первой кисти. То есть сейчас наряду с разрастанием корневой системы идет закладка первой кисти. И также фосфор влияет на качество закладываемой первой кисти. То есть видите, фосфор маленькому растению нужен во всех отношениях. И корень нарастить, и будущую первую кисть закласть. Если сейчас не хватит фосфора, во-первых, будет корень маленький и недоразвитый, и во-вторых, не будет произведена качественная закладка зачатка первой кисти. Кисть в последующем будет рыхлой. Вместо 8 плодов, предположим, мы на ней увидим 4-5 плодов. Не все цветы завяжутся. Все из-за того, что вот в этом маленьком развитии не хватило растению фосфора. И кроме того, третий процесс, который сейчас существенно влияет, он и не относится к этой подкормке, но сказать за него нужно. Так вот, друзья, от того, насколько низко вы увидите первую кисть на высокорослом томате, а это у нас именно высокорослые томаты, зависит от того, как вы сейчас вот эти молодые растения обеспечите светом. Если вы полноценно сможете подсветить растения в этом возрасте, то первая кисть появится над 7-9 листом. Если света растениям вот этим маленьким сейчас не хватит, первая кисть на ваших растениях в будущем появится над 12-13 листом. Мы подсвечиваем дополнительно с 6 утра до 10-11 часов вечера. Сразу хочу сказать, что солнечного света на подоконнике растениям сейчас недостаточно. Если есть возможность, немножко подсветите их дополнительно, хотя бы в раннее утреннее время и в позднее вечернее. Это что касается подсвечивания, хотя оно и не относится к подкормке, но сказать об этом было важно. Давайте перейдем к составлению удобрения. Для составления эффективной подкормки мы будем использовать два компонента. Первый – это удобрение мастер с формулой 13 азота, 40 фосфора, 13 калия. Именно 40 единиц фосфора будут тем строительным материалом, за счет которого будет нарастать хорошо развитая корневая система. И второй препарат – это Fertirut, стимулятор корнеобразования, который используется для активизации развития корневой системы, либо для ее восстановления после повреждения при пересадке, например. Мы им будем подкармливать, кроме рассады в дальнейшем, и клубнику, когда прогреется земля, и все однолетники для активизации развития. Но это совсем другая история. Так вот, друзья, это строитель, который будет раскладывать кирпичики. Стройматериал, строитель. Вот такое сочетание дает самый лучший результат по хорошему развитию растений рассады. В каких сочетаниях, в каких нормах? Я буду говорить за 10 литров воды, хотя мы сейчас будем 1 литр разводить. Нам много подкормки для такого количества рассады не нужно. Разводим на 10 литров 10-15 грамм удобрения мастер и 10-15 мл фертирута. Если у вас нет мастера, можно заменить его примерно таким же удобрением с такой формулой, чтобы фосфора в составе удобрения было больше, а азота и калия соответственно меньше. Именно
повышенная составляющая фосфора и дает вот этот результат по корню и по первой кисти. Пропорции читайте на удобрениях, но от пропорций мы уменьшаем в 2 раза. Почему это важно? Потому что растения маленькие, 10-15 грамм вместо 20-25 рекомендованных. Для взрослых растений того же фертирута мы будем использовать 25 мл на 10 литров воды. Сейчас поменьше пока. Соответственно, на 1 литр делим все на 10, 1,5 мл фертирута на литр и 1,5 грамма мастера. Как отмерить? Очень просто. Берем 5-кубовый шприц и в него отмеряем в соответствии со шкалой. Жидкое удобрение очень легко отмерить. Такое сыпучее примерно соответствует то же самое 1 грамм 1 миллилитру. Ну что, давайте проведем подкормку. Вот что хотел рассказать в этом видео. Как всегда, коротко не получилось, но, к сожалению, без теории никуда. Очень надеюсь, что начинающим огородникам информация, которую вы услышали в этом видео, была полезной. Ну и для опытных огородников, я надеюсь, тоже было интересно послушать, что и как освежить хотя бы в памяти. Друзья, на будущее хочу сказать, что когда растения сомкнутся листьями, усилится конкуренция за свет, и они начнут лавинообразно вытягиваться, мы будем пересаживать их вот в такие стаканы. Объем приблизительно 150 мл, может быть чуть-чуть больше, меньше, не знаю. Но самое главное, этот стакан выше. Мы кубик с рассадой потом заглубим и подсыпем немножко грунта. Таким образом приостановим вытягивание и поспособствуем нарастанию дополнительных корней. На будущее, если выращиваете вместе с нами или прислушиваетесь к моим советам, то чем-нибудь подобным обзаведитесь, чтобы под рукой было, когда я буду показывать, чтобы мы вместе с вами это все благополучно сделали и продолжили выращивание качественной рассады томатов, ну и всех других растений. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всем желаю качественной рассады, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания.